матеріал мав виглядати по-іншому. Ми поїхали на північ Херсонщини, щоб показати, як наші військові метр за метром звільняють Херсонську область. Але сталося це. – 11 листопада 2022 року Збройні сили України офіційно звільнили Херсон від російських окупантів. Як виявилось, хоча ми і так всі це знали, Херсон з Росією не навсегда. Для одного з героїв нашого відео, Нікіти Тірена, цей момент особливий. Херсонець, ультра з Херсонського Кристала, повернувся додому. Я дома, коротше. В день запису матеріалу хлопці із підрозділу аеророзвідки Карлсон увійшли в Дучани, що на Херсонщині. Потім були Новокаїри, потім був Береслав і вже 11 листопада безпосередньо Херсон. Всі на Майдан! Правобережжя Херсонщини повернулося під контроль України. Але попереду у наших військових ще багато завдань і роботи. І в цьому матеріалі дивіться, як ці завдання виконують хлопці із підрозділу аеророзвідки Карлсон. У них, до речі, є унікальні автомобілі, які ефективно роблять смерть ворогам. Окрім Тірена, ми поспілкувалися із Плейбоєм, командиром підрозділу, Лакі, колись працівником баскетбольного клубу Дніпро, та Бубою. Це фанат футбольного Дніпра. Тож, приємного перегляду. Розкажи про свій підрозділ, де ти зараз служиш, спецпідрозділ Карлсон, що це? Спецпідрозділ Карлсон – це часть 129-ї бригади ТРО. Специфика наша аэроразведка, также у нас есть операторы РСЗО, вот как бы такие у нас самодельные тут. Есть бандеромобили, с которых мы работаем. Как бы задачи наши простые, мы вылетаем, находим цели, потом эти цели отрабатываем, корректируем и потом как бы снимаем, попали, не попали, все ли хорошо. История, значит, создания нашего подразделения следующая. С начала войны мы организовали людей, знакомых, друзей по обороне города Днепр. После того, как поняли, что Днепру ничего не угрожает, было на тот момент два опасных направления, это Харьковское и Криворожское. Вот. И мы абсолютно рандомно приняли решение поехать на Криворожское направление, и как бы тут и остались и воюем до сих пор. Підрозділ Карлсон – це виключно добровольці? Ну, изначально были, да, на сегодняшний день мы развиваемся, растем, приглашаем людей. У нас на сегодняшний день есть программа обучения, скажем так, для населения, после которой людям, которые определяют для себя интересность в направлении этом, мы помогаем их устроить непосредственно уже в Збройні сили. Нам нужен охуенный контент, и поэтому мы решили поехать в Береслав. Карлсон – это такое подразделение «Швейцарский нож». То есть очень много задач стоит. Основное это, конечно, аэроразведка, это корректировка артиллерийского огня. Ну и также есть уже несколько автомобилей реактивной артиллерии. То есть находим, вычисляем и ведем непосредственно огонь по противнику. Розкажи про цей самодільний ваш автомобіль. Це, я так розумію, установка з града, да, от приварена на машину. Это трофейные трубы с орковских градов, как бы, в которые применили в чуде украинского инженерного мастерства. Такой автомобиль пока есть только у нас. Надеюсь, дальше он не будет по всей Украине. Очень удобная вещь, мобильная, быстро приехали, цель отработали, уехали. Как бы полезная вещь. Снаряды такие же, как и на граде. Как это все происходит? Там одна группа выезжает на дронах, находят цели, позиции орков. Мы быстренько подъезжаем на позицию, с которой можем отработать. Как бы наводимся, отрабатываем. Наши друзья нам говорят, попали, не попали. Если не попали, быстрая перезарядка, повторный удар. Как нанесли увечья как бы оркам, быстренько отвалили, пока не пришел ответный удар. Как бы вот такая мобильная крутая штука. За Фокса! За гантелю! Вогонь! Це, я розумію, більш серйозна, така більш масштабна штука, да? Да, это, как можно сказать, отец нашего бандеромобиля предыдущего.
Он намного габаритней, устойчивей. С него попадание из-за его устойчивости точнее. В нем на одну трубу больше. Как бы бывает, мы работаем, подъехали сразу 2 машины, бывает по очереди, как бы по 2 группы, смотря какая, опять же, у нас цель. Уже под нее как бы подстраиваемся, решаем, как отрабатывать. Будет, то есть, у нас 7 зарядов одновременно, или мы подъехали Мерсом 4, или Элькой 3, в зависимости уже какая цель, какие мы хотим ей нанести увечья. Що ви наймасштабнішого з російського знищили з цих автомобілів? Живую силу. Именно этим автомобилем мы знищили. Это было село Архангельское. Барсук, привет. Барсук наводился там на 5-этажку, где они как бы размещались. Не знаю, честно, их численность, как бы вот там нормальная жила. И четко 4 снарядами попадания попали в 5-этажку. И мобики или кто там были, я не знаю, как бы войну в Україні закончили. Тобто, якщо порівнювати оцей автомобіль і той трохи менше, що важливіше? Мобільність чи от більша кількість труб, більша така? Да, конечно, мобильность. Конечно, мобильность, потому что, во-первых, это безопасность нас и наших ребят. Проще выехать, отработать, если, допустим, там промах, поехали, перезарядились, вернулись, повторили, как бы, чем на этой бандуре заезжать, стрелять, уезжать, как бы не так это мобильно получается. То есть все по ситуации. Опять же, повторюсь, какая цель, как бы, что к ней необходимо, уже отталкиваясь от этого, принимаем решение, как использовать и тому подобное. Друзі, а у нас для вас на честь звільнення Херсона є класний ось такий от подарунок. Це ігрова футболка херсонця, гравця футбольного клубу «Динамо» Олександра Караваєва, яку Саша нам подарував після матчу «Динамо Колос» і яку ми розіграємо серед вас. Умови прості, напишіть в коментарях, яке місто, місце або будь-який населений пункт ви хотіли б відвідати після повної деокупації України, повного повернення наших територій. І в цьому ж коментарі поставте хештег «Херсонський кавун», щоб ми розуміли, хто бере участь у розіграші. І серед тих, хто поставить у цей хештег, ми випадковим чином оберемо людину, яка отримує ось таку от класну футболку Олександра Караваєва. Але також дочекайтеся кінця цього відео, тому що там для вас ще один класний подарунок вже від хлопців із підрозділу Карлсон. Яка взагалі оптимальна висота роботи дрона? Щоб можна було щось розгледіти і щоб ворог якби його не зміг якось знешкодити? Для маленького дрона, например, как Mavic 3, это 500 метров, но там ограничение. У него 500 метров, у него достаточно хороший зум, из 500 метров он на дальнем расстоянии может работать. Допустим, дроны побольше, там снимается ограничение до 1,5 километров, но в зависимости от облачности, ну, километр 200, километр 300, потому что он громкий, большой, ну и чтобы не потерять его, потому что в него в любом случае попытаются стрелять, но это примитивные контрмеры врага, потому что его и слышно, и видно хорошо. Ну, с маленькими так, конечно, не получается. Яким ще способом може ворог знешкодити дрон, окрім от, очевидно, що він може збити? Є ж, я так розумію, якісь от саме там як увести дрон. Радиоэлектронная борьба, да, ну, получается, на самом деле там параллельно войне идет еще и война технологий. Получается, на наши меры у врага есть контрмеры, ну, соответственно, как и у нас, и, допустим, электронная борьба напрямую направлена против аэроразведки. Потому что на самом деле, если раньше надо было ногами ходить, добывать какую-то информацию, то сейчас намного проще. Можно из посадки, ну, при определенных условиях, там, можно взлететь и найти намного больше, чем человек это, или группа людей, подвержена определенным рискам, большим рискам, добыть эту информацию. Ну, соответственно, ну, это работает, это применяємо в нашій армії, в нашій війні. Ми знаємо, що загалом дуже розвивається от наша армія, особливо після початку повномасштабного вторгнення, і наскільки от аеророзвідка просунулась, прогресувала от за цей час, наскільки от там якихось нових, нововведень взагалі стало от саме в аеророзвідці? Ну, в целом, я считаю, шаг от начала войны до сегодняшнего дня, за это время
ну, скажем, такого космического масштаба, как по мне, поскольку в начале тема дронов, ну и вообще в целом беспилотников была раскрыта минимально. На сегодняшний день довольно большое количество у нас пилотов есть, и насыщенность армии в дронах, поскольку это и очень эффективно, и, ну, скажем так, это имеет максимальное значение, когда у тебя есть глаза на передке, и у артиллеристов. Ну, на сегодняшний день как бы много пилотов дают стримы, онлайн-картинку на артиллерию, которая может гораздо эффективнее работать, когда видят свои попадания сразу же. Вот. И касательно насыщенности и качества оборудования, которое есть сейчас у пилотов, то, ну, на момент, по-моему, начала войны, там, скажем, Mavic 3 это было там что-то мегакосмическое на уровне там космического корабля, вот, то на сегодняшний день, наверное, это простейший дрон, который есть. Вот там с выходом, там, да, скажем, там, вот такого плана дронов, это 30-й Mavic, у него есть и тепловизор, и 200-кратный зум, ну, то есть по сравнению с тройкой, то это космолет вообще. Это дрон Matrix 30, его основная сильная сторона — это камера. Камера с очень хорошим зумом. Получается, этим дроном даже можно практически не летать куда-то далеко, а работать над собой. Но при условии того, что ты находишься на первой линии. То есть ты его поднимаешь над собой, за счет зума им можно находить врага, там, отрезать врага, корректировать. Корректировка — это его основная задача. Но опять же, такие, когда большие расстояния, ну, с большой высоты, он может быстро все найти и увидеть, ну, хотя бы передвижение техники предупредить. Скільки таких вильотів за день зазвичай ви робите? По-разному, от 5, от задач, от условий, все зависит. Ну, допустим, БПЛА, если мы говорим о самолетах, то там больше подготовки и больше внимания уделяется самому полету вот, на протяжении всего полета. Допустим, маленькими и вот такими средними можно, ну, хоть весь день меняя батарею. У нас было, когда мы работали на направлении Архангельское, его там пытались взять, то, можно сказать, нас использовали с онлайн-трансляцией. Наша задача была просто поднимать, опускать, менять батареи, снова поднимать. Ну, это условно это очень удобно в плане на 4 штаба сразу ведется трансляция. Опять же, возможность этого дрона — это хороший зум, можно было смотреть, идет ли на поддержку враг, не идет, и куда, какие там места надо пристреливать. Это на самом деле очень удобно. Но в таком, правда, случае, ну, так, лавры достаются артиллеристам, потому что на самом деле они не видят, они хорошо стреляют. А вот эту вот всю такую подготовительную работу, она ложится на нас, но она, как правило, такая остается не особого внимания. То ви полетіли, зібрали інформацію, що робите потім? Смотрите, все зависит от задачи. Есть обычные задачи, ну, работаем, ну, от линии соприкосновения. Допустим, как мы движемся, стоит фронт, передвигается фронт, какие задачи. Это, условно, как говоря, работа сегодняшнего дня. Мы держим какой-то населенный пункт, не даем работать врагу. Либо же нам что-то надо насмотреть, либо техника, либо скопление. Ну, это все там смотреть, предупредить. И есть такой момент, как доразведка, когда, вот, условно говоря, ты работаешь на каким-то населенным пунктом или там районе, участке, и ты сам пытаешься каким-то аналитическим способом добыть информацию. Ну, то есть предупредить скопление, там, технику, где они собираются, когда, где там штаб у них, где привозится БК, там, проследить за каким-то автомобилем. Чи, може, згадаєте день, коли, ну, не знаю, найбільша знахідка була? От що ви знайшли і от подумали, вау, це одразу треба передавати, одразу треба знищувати. От що це було? Не знаю, у нас с танками была такая история. Получается,
с Великоалександровки и Смолой работали танки по первым нашим позициям. Ну и получается, это была первая линия тогда, на тот момент. Но на первой линии тяжелая техника враг боялся оставлять. Они ее оттягивали, потому что ее, ну, при определенном опыте легко идентифицировать. И получается, они заезжали со второй линии, полчаса, минут 40 работали, и вот там буквально несколько населенных пунктов, которые периодически каждый день или по 2 раза в день подвергались обстрелам. То есть они обстреляли, развернулись и уехали. И мы там чуть-чуть такую охоту на них открыли. Они как только появлялись, мы там, так не получилось там поразить, это там 3 танка передвигались в основном, но 2 раза очень четко их, рядом попадания, раз было в поле, там в 100 метрах, они не стали продолжать, развернулись и уехали, и раз было в Капонире, там вот повезло, что это, прямое попадание, но повезло врагам, что это был Капонир, все-таки, с которого работали, тоже. А они на тот момент даже не успели поработать. Это в маленькую Александровку они заехали. И вот у нас была такая охота, понятное дело, что там хотелось бы там прям с поражением цели, там прямое попадание, но на самом деле это все не так просто. Это такой долгий подготовительный труд, и тут есть такие обстоятельства, что не повезло, там снаряды, прямое попадание, это не так просто, я бы сказал. Просто у снаряда есть радиус действия, если там где-то он рядом ложится, конечно, вот как там обычный обыватель, который там не военный или не совсем понимает, что такое война, как это происходит, интереснее смотреть прямое попадание с оторванной башней, условно говоря, если про танки. Если, допустим, мы говорим фактически, то если где-то рядом ложится в каком-то радиусе там, 5, 10, 50 метров, и с учетом того, что у снаряда есть осколки, то, в принципе, это уже попадання, вже хороше. Щодо небезпеки вашої роботи, були там різні думки. Хтось говорить, що мовляв, аеророзвідка літають на дронах, десь далі від лінії фронту знаходяться. Розкажіть саме про небезпеку роботи, що загрожує підрозділам, які аеророзвідкою займаються. Это зависит от того, чем люди работают, во-первых. Если люди работают самолетами беспилотными, типа Лелека, Фурия и так дальше, то они находятся чуть дальше от линии фронта, поскольку эти средства имеют возможность залетать глубоко далеко, и людям не обязательно находиться максимально близко к передку. То есть это и дорогостоящее оборудование, и персонал, то есть, который обучается довольно долго, и эти люди ценны, и абсолютно логично их держать чуть-чуть подальше от передка. Если говорить за работу дронов, в частности, наш подроздел старается работать максимально близко к передку, для того, чтобы иметь возможность как можно дальше получить информацию, залетать и выявлять позиции. Смысл в чем? Что как и у нас, так и у орков есть контрбатарейные радары, и они определяют место выхода выстрела артиллерии. Соответственно, это определяется мгновенно, и, то есть вопрос наведения на ту точку, нанесения удара, это там в пределах 10 минут, если все правильно настроено. Поэтому максимально важно выстрелить, поменять позицию. Выстрелить, поменять позицию. Это имеет большое значение для личного состава. Як противник може ваші позиції вираховувати? Тут есть нюанс следующий. У пилотов, которые, скажем так, не владеют глубоко вопросом, их могут определить. Местонахождение, точку взлета. Есть определенные программы, которые скрывают эти моменты. Есть, скажем так, и контроборудование, от которого не скрыться. Это очень такая лотерейная история, и в целом нельзя обезопасить себя на 100%. В любом случае ты рискуешь. В любом случае по тебе рано или поздно стреляют. Это естественные такие будни, ежедневные события, которые происходят тут в целом, наверное, не знаю, у нас не было ни разу такого дня, чтобы нас не обстреляли, когда мы работаем на передке. Що найбільш жорстке по вас прилітало? Які там наслідки були найбільш такі? Вчера был интересный день. Мы вчера работали в районе одного населенного пункта. Вот мы были там на самом-самом переднем краю. Под нам отработали градами. Мы так шестером забились в вот такую маленькую ямку одну. В общем, как это было интересно и весело. Ну и, конечно, страшно одновременно.
по полю, по ось перед посадкою, воно по пацанам там. Що в цей момент? Адреналін всередині? Я бы сказал, неизвестность. Вот как бы ты там стоишь, занимаешься делом, да, ты вовлечен там, то есть ты пилот, летишь, там танк, чтобы сброс, попасть в люк, как бы там, или на движок, все отработать. И тут резкий просто свист, гул, как бы, и первая реакция по инстинкту — это где укрытие. Как бы, и все одновременно просто рыбкой ныряют туда, куда можно. Причем в целом грады это, ну, как бы относительно точное оружие, но они так легли очень плотно. 2 ракеты так буквально рядом прилетело, ну, было весело. Ну, рядышком попали. До этого момента вчерашнего, да, ну, скажем так, когда прилетает там буквально в 30 метрах от тебя, это совершенно по-другому воспринимается, чем это прилетает там в полукилометре. Вот. Да, таких случаев очень много. Там, вот, там, в другом населенном пункте там с ПТУРа по нам стреляли, он буквально рядом прилетел, еще были все без наушников. Ну, так было тоже весело, уши прочистило, всем хорошо. Вот. Плюс отдельный вопрос — это безопасность передвижения, перемещения. Как вы видите, у нас есть металлоискатели, мы дороги, которые не знаем, проверяем, ну, стараемся это делать. То есть какие-то новые участки дорог мы проверяем сами, потому что у нас была недавно история, что ребята подорвались на мине наши, ну, слава богу, живы, здоровы, в больнице лечатся, все хорошо, идут на поправку, но тем не менее такие ситуации имеют место, и этому стоит уделять отдельно внимание. Твій побратим і твій товариш Олег Панама, Да. він досі в полоні після Азовсталі. До сих пор, да, к сожалению. Що відомо взагалі от про нього зараз? Поддерживаю стабильную связь с его семьей. Первый, второй обмен выходили парни, которые там, кто в камере сидел с Сережей, кто в камере сидел с Панамой, как бы там передают привет, говорят, что парни держатся морально, как бы ждут. Понятно, там не просто, нелегко, но, как бы вам сказать, дух парней не сломить. Как бы ждем обмена, надеемся, он в скорое время произойдет. Скоро Новый год, такой теплый семейный праздник. Надеюсь, уже Олег встретит его со своей семьей. Коли був обмін, це великий обмін полоненими наприкінці вересня, публікували ж списки, Да. кого обміняли. От, коли ти не побачив прізвище твого друга, от якось стало образливо? Да, можливо? это мы еще находились на старых позициях, там недалеко от Кочубеевки, там и в селах перед Архангельском, еще до момента их деоккупации, как бы, и мы уже приехали с заданий, пошли же ж новости, как бы, что вот сейчас будет обмен, мне Ваня пишет в Телеграм, сейчас будет пиздец какой обмен, типа ждем. Все, у нас всех, вот давай, погнали ж первые фотки, видео, того освободили, того. А вот вроде химик, нет, не химик, все-таки да, химик, такая суета. Я думаю, блин, где ж уже наши ребята, вот давай. Как-то бам, информационная тема спала, как бы на связь никто не вышел. Звоню сестре, там, говорю, Лер, ну что там, что-то есть? Нема, тишина. Думаю, блин, ну может там телефон еще не дали, знаешь, как бы. Потом списки. Листаем фамилии, там, не буду все говорить ребят, бо многие родители были против, что как бы публично о них говорить, там, буду говорить за Панаму, как бы, листаю его фамилию, смотрю Пономаренко, думаю, фу, блин, наконец-то, Валерий, не Олег, думаю, капец. Второй обмен, фамилии, листаю, Пономаренко, Олег, думаю, вот это все, не Олегович, а Сергеевич, не тот, как бы, ну, надеюсь, скоро как бы изменится, Олежек вернется, как бы все будет нормально. Чи відомо от від тих, хто повернувся з полону, от, про умови, що там взагалі, як відбувається? Різне говорять, що і катують, і вбивають. Да и действительно же разное происходит. Они не находились же все в одном месте, как бы даже там с интервью разных ребят понятно, что все находились в разных местах, и только многие уже в эвакуационном самолете как бы между собой встретились, как бы. Определенные условия, как бы, где находятся парни, как бы не так плохи, как они могли быть, я вот так скажу. Как бы, понятно, все равно там ничего хорошего как бы нет, это плен, это голод. Как бы, как слышал, ребята там скинули по 17 килограмм минимум, как бы условия, понятно, не очень. Не так, как у нас, что мы их купаем, переодеваем, кормим, тут даем мамам позвонить. Они тут счастливые, а потом приезжают в Россию и говорят, да вот нас там бандеровцы мучили, как бы. У нас происходит наоборот, к нашим пленным как бы такого хорошего отношения нет.
Олег Панама, захисник Азовсталі та фанат футбольного клубу «Кристал». Побратими та товариші просять, щоб ми не забували про Олега та не забували про усіх захисників та захисниць, які зараз знаходяться у полоні. Ми знаємо, що на фронті воює дуже багато фанатів різних футбольних клубів. Тут, на Херсонщині, ми зустрілися із Сашою Бубою. Він фанат футбольного клубу «Дніпро», і ми не могли просто не поговорити з ним. Основні теми, звісно, це зникнення того старого Дніпра та ворожнеча і примирення із фанами Металіста. Як ти особисто сприйняв ситуацію, яка стала з Дніпром, і потім з Дніпром-1, і коли клуб зник, як це для тебе було? Ну, на самом деле это очень тяжелый вопрос, потому что такой клуб с огромной историей, с таким большим количеством фанатов, очень печально, что мы его теряем, вернее, потеряли уже. И для нас, конечно, это было очень большим ударом по нашему любимому делу. По поводу Днепра-1, на самом деле я не воспринимаю никак этот футбольный клуб, то есть, я знаю, да, он есть, он там существует, но интереса какого-либо и следить за ним, вообще у меня нет, то есть, абсолютно, то есть, есть и есть клуб. Мы любим Днепр, который наш родной клуб. Яка була бійка, яка найбільш запам'яталася тобі? Да, на самом деле очень много было таких драк, которые чем-то оставляют какой-то след по себе. Прям определенно выделить что-то не смогу. Были такие знаковые. Наверное, все-таки это противостояние с харьковским Металлистом, потому что в определенный момент накал страстей очень сильно зашкаливал, поэтому я думаю, все-таки противостояние с Металлистом для меня. Це ті сезони, 10, 11, 12 рік, коли команди за срібло, да, за бронзу боролись. Да, наверное, это время и, возможно, даже немного раньше времени, то есть более ранние года. У нас всегда было напряженное отношение с Металлистом до всех этих страшных событий 2014 года, которые в корне все поменяли у нас во внутренних отношениях между двумя клубами и между людьми. Що саме змінилося? Ми знаємо, Дніпро, Металіст, не тільки клуб, але, звісно, і фанати. Ворогували, билися. 2014 рік перемир'я між фанатами. Як саме між Дніпром і Металістом змінилися стосунки? Чтобы, наверное, прям точно описать эту ситуацию, то в Днепре произошли серьезные стычки с тетушками. И, наверное, одни из первых ребят, кто откликнулся и предложил свою помощь, это были парни из харьковского Металлиста. Это было неожиданно, достаточно приятно было. И дальнейшее на совместном марше в Харькове уже известные события были, противостояние с пророссийскими настроенными ребятами, тетушками, и там уже принимал участие и Днепр, и Харьков совместно, и это, конечно, дало огромный толчок в новых общениях между коллективами. Вообще не осталось никаких моментов в плане какой-то неприязни. Я даже могу больше сказать, что, наверное, с многими ребятами, которые моего возраста, с которыми когда-либо могли пересекаться на поляне или вне поляны, то сейчас очень теплые, хорошие отношения, что вплоть до того, что один из лидеров, Тёма, который сейчас получил серьезную травму до войны, проходит реабилитацию, приглашал на свои дни рождения. И мы достаточно часто вспоминаем и смеемся, что в свое время мы сидели друг у друга под подъездами, ждали перед матчами друг друга, а сейчас образно сидели за одним столом, празднуя его день рождения. Такие достаточно приятные моменты. В свою очередь хочу передать Тёме привет, чтобы он держался, и все будет четко. Друже, давай, крепи, все будет хорошо. Благодаря титаническому труду наших военных, ребят, которые находятся на всей линии соприкосновения, Днепр живет более или менее все-таки мирной жизнью. Все работает, все есть, поэтому сказать, что прям критически чувствуются военные действия, я бы не ответил. Все-таки какое-то напряжение чувствуется, потому что
Как вы озвучили, бывают прилеты, которые чувствуются больно, уносят жизни мирных людей, то, конечно, это все тяжко, даже в относительно мирном городе. Тут зачепив тему волонтерства. Наскільки зараз, тому що мені здається, наші волонтери там вони за потреби можуть напевно будь-що дістати, будь-що передати підрозділи. Наскільки зараз велика роль безпосередньо для вашого підрозділу і загалом для нашої армії? Наверное, отвечу все-таки в общем, что, конечно, волонтеры играют огромную роль. То есть такие большие фонды известные, там, покупая десятками бронеавтомобиля и сотнями покупают эти коптеры. Конечно, это очень важно для войска. То есть это поддержка для государства огромная. Но все равно нужно не забывать, кто волонтерам тоже помогает. Это просто обычные люди, которые донатят и собирают, не знаю, на байрактары за несколько недель, или еще на что-то. То есть, низкий поклон людям, потому что нужно не забывать, что всем волонтерам помогают обычные люди. А уже дальше волонтеры, жертвуют своим временем, очень часто безопасностью, и просто это доставляют на фронт, заходят, знают, где найти, где это купить, как привезти, как еще какие-то моменты придумать, обойти, чтобы завести эти дроны, потому что там начинаются какие-нибудь двойного этого стандарта техника. То есть, поэтому нужно не забывать, что в первую очередь люди донатят волонтерам и помогают. И огромное спасибо волонтерам, которые, несмотря ни на что, не останавливаются и двигаются дальше. Ти маєш на увазі через якісь проблеми з документами, да? Можуть щось затримувати? Чи що ти маєш на увазі подвійного стандарту техніка? Там одно время было, что начали говорить, что некоторые из дронов, они относятся к военной какой-то отрасли. Там были какие-то вопросы, заявки, то есть, и все равно все доходит, все находится. В целом у нас есть, в принципе, из дронов, все виды дронов, по большому счету. По беспилотным самолетам, есть несколько видов самолетов. Особенности всего этого оборудования заключаются в том, что оно на фронте долго не живет. Его надо постоянно докупать, пополнять, где-то искать, потому что как и дроны, так и самолеты сбивают, и есть оборудование, которое его уводит, сажает. И с этим мы сталкиваемся регулярно, и такого рода вещи — это расходный материал. Примерно как патроны. Поэтому это все живет на фронте какой-то определенный период времени. И в этом печаль. Не вистачає, да? Дронів. Треба більше, да? Кожен. Нам постоянно помогают в этом вопросе волонтеры, военная администрация Кривого Рога. То есть по возможности стараемся общаться, стараемся просить, поскольку у нас 99% того, что у нас есть, это или надоначено, или это помощь чья-то, в общем, в таком духе. Поскольку в начале войны мы пытались делать это все за свои деньги, но это все космических денег стоит, и тут не хватит никакого ресурса для того, щоб це содержати. Друзі, дрони – це дорога, але незамінна річ для нашої армії. Це і очі, і ударна сила для наших військових. Тож в описі до цього відео ми залишаємо реквізити спецпідрозділу Карлсон. Переходьте, донатьте, закликаємо вас допомагати нашим захисникам. А для тих, хто задонатить із приміткою від ProFootball Digital, ми підготували подарунок. Додивіться це відео до кінця, там ви дізнаєтеся, що це за подарунок та умови, як його отримати. А в закріпленому коментарі шукайте посилання на наших друзів компанію Періматч, переходьте та заряджайте на улюблену команду. Особисто я сподіваюся, що зовсім скоро там з'явиться можливість заряджати на Херсонський Кристал або, наприклад, на Новокаховську енергію. Є такі нагальні питання, типу як та ж Каховська ГЕС. Чи можуть вони підірвати, чи не можуть, на твою думку? Слышал разные варианты этих событий, общался с многими людьми об этом. Вариантов куча. Многие говорят, что даже если они попытаются ее взорвать, полностью ее не взорвут. И потопление будет постепенным, поэтому не будет таким страшным, как это преподносит российское ИПСО. Слышал вариант, что перекроется Днепровская ГЭС, которая тоже повлияет на ситуацию, что потоп тоже не будет жестким. И тем более момент, что левый берег находится ниже правого.
То есть как бы они себе сделают хуже, а не Херсону. Они же там кричат, что мы освободили там Олежки, Гопры, и получается они их и потопят. Они, понятно, будут пытаться преподнести, что это Збройні силы Украины бьют по дамбе, но всем очевидно, что нашей стороне это вообще не объективно и неинтересно делать. Я не верю, что кто-то здесь ждал русский мир, потому что люди адекватные его точно не ждали. А какие-то там неудачники а-ля Стремоусова, которые ничего не могли добиться, как бы, понятно, для них этот русский мир как какая-то возможность как бы взлететь наверх. Таких людей единицы, это до 5-7%, мне кажется, по всей области. Если глянуть, какие колонны выезжали в первые дни, да, при оккупации Херсона, и до сих пор сколько людей пытается выехать там и не может, сколько людей выехало через Крым, через Россию, как бы в Грузию, в Европу, ну, там малый процент совсем, которые их поддерживают. И многие говорят, вот сколько там осталось, это все их поддерживают. Неправда, есть много людей, которые не могут выехать по состоянию здоровья, у кого лежачие бабушки, дедушки, которых не могут бросить. Как бы. Я уверен, что большая часть херсонцев, которые остались в городе, они ждут. Они там, понятно, не бегают с флагами, бо это небезопасно в данный момент уже, но они ждут. И когда мы зайдем, мы снова увидим желто-синие флаги, опять количественные марши по Ушаковой и Перекопской, как бы, и все станет на свои места. Тиран, ты плакал? Нет, я мужчина, мужчина не плачет. Друзі, якщо вам сподобалось це відео, поставте йому лайк, підпишіться на наш канал, якщо ще не підписані, і ми для вас маємо такий от класний подарунок. Це м'яч з автографами легенд Дніпропетровського футболу і із автографами хлопців із підрозділу Карлсон. Щоб отримати цей м'яч, достатньо все просто. Ми в описі до цього відео залишаємо реквізити, за якими ви можете задонатити хлопцям із підрозділу Карлсон, обов'язково із приміткою від профутболу. І серед тих, хто задонатив ось таким от чином, ми оберемо одну людину, яка отримає ось такий от класний подарунок, ось такий от м'яч у свою колекцію. Тож переходьте, донатьте, підтримуйте нашу армію і отримайте отакий от класний подарунок. Дякую, що подивилися це відео. Якщо вам сподобалося, поставте лайк і підпишіться на ProFootball Digital, щоб знати все про футбол нашої країни.